Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Слушай, какая ты нежная, какая ты воздушная, а? Да яркая из 50-х. Я вообще-то бабочка. Всем привет, это Орел и Решка, чудеса света. И мы прилетели в Сальвадор. Правильно, Вась, не Сальвадор, а Эль-Сальвадор. Ну ничего, для Васьки наше шоу больше познавательное, чем развлекательное. Слушай, это ты летел в Эль-Сальвадор, а я летел на наше чудо света. Рута де ла Фролес. Ой, испанским подавилась, да? Рута де ла Флорес, что в переводе с Васькиного грязно-испанского «цветочный путь». Давай узнаем, кто на пути будет наслаждаться цветочками, а кто будет топать по удобрению. Неплохо. Орел? Решка. Давай, волнуюсь, как в первый раз. Не, ну это какая-то ошибка, Мась. Это не ошибка, у меня Это просто было ошибка. прекрасное настроение, я знала, что у меня будет безлимитная карточка, я буду летать, порхать, как бабочка, нюхать тюльпаны, это и все. Как тут уходить? Скажите кто-нибудь, что мы не в Амстердаме. В небольшой, но очень симпатичной латинской стране Эль-Сальвадор есть красочный маршрут. Он ниточкой тянется вдоль зеленых холмов. Вплетается в колоритные городки И нанизывает на себя древние традиции. Имя ему «Цветочный путь». Осталось выяснить, что же в нем такого цветочного. В Сальвадоре мои $100 превращаются в $100. Удобно. Здесь в ходу американская валюта, поэтому менять и пересчитывать ничего не нужно. Ликуйте, гуманитарии. Страна Эль-Сальвадор небогатая. На $100 тут люди живут неделю, поэтому мой бюджетный уикенд обещает быть насыщенным. Маршрут на Цветочный путь будет идти через столицу. Осталось только найти транспорт. Есть несколько вариантов уехать. Индивидуальный шаттл с вип-встречей от $50. Эй, ты смотри, знали, что прилечу, готовились. Все, ребят, расходимся, я тут со $100. Такси от $30. Но, конечно же, самый бюджетный вариант – общественный транспорт. Простите, а где автобус? Там. Спасибо. Автобус всего за 80 центов. Вы в Сан-Сальвадор? А сотни сдача будет? Окей? Не, парень. Не, водитель говорит, слишком большая купюра, надо разменять. Excuse me? Твоей сотни водитель сдачи не даст. Нужны мелкие деньги. Камбион. И разменять нельзя. Куда ты едешь? Сан-Сальвадор? Садись, я заплачу. Вы заплатите? Да, заходи. Господи, он согласился за меня заплатить. Спасибо большое. Уикенд только начался, а мне уже фартит. Сэкономил на проезде. Знаете, насколько я разбираюсь в тачках? Что для меня вот это черненькая, а вот это битенькая. Но я знаю точно одно. Мне нужна самая мощная, самая проходимая и самая большая тачка. А все для того, чтобы с комфортом добраться до нашего чуда, до цветочного пути. Вот это громадина! Еще и пристает гадина такая! Внедорожник Chevrolet Tahoe. Именно на таком ездят спецслужбы из США. И неспроста. У тачки высокие рейтинги безопасности.
Ей по зубам любое бездорожье. А еще у нее солидные размеры. 5 метров в длину, 2 метра в ширину и почти 2 метра в высоту. Чтоб вы понимали, ручка прямо около моей груди. Колеса, как мои бедра, такие же большие. А тут что еще? Внутри просторный салон на 3 ряда сидений, в каждом из которых подушка безопасности. Ух тышка, крутышка. Слушайте, а кресла какие здесь? О, громадные! Да я между ними! Глянь, я так и знала. Я между ними прям помещаюсь. Мне даже кресла здесь не нужны. А сзади, да тут вообще целая кровать! Офигеть! Я полностью во весь рост вот помещаюсь. С ума сойти, вот эта тачка. Зверь. Ну а теперь с полным комфортом на цветочный путь. Полный вперед! Спустя 40 минут автобус из аэропорта привез меня в центр столицы, город Сан-Сальвадор. Я человек простой. Вижу мужика на коне, понимаю, что я в центре. Мы в историческом центре Сан-Сальвадора. Кстати, многие путаются, что такое Эль-Сальвадор, а что такое Сан-Сальвадор. Рассказываю. Эль-Сальвадор – это страна. Сан-Сальвадор – это столица. Рассказываю. Город Сан-Сальвадор – самый крупный и густонаселенный город страны. Тут проживает чуть больше 2 миллионов человек. На первый взгляд ты не скажешь, что это столица. Ни тебе бизнес-высоток, ни современных транспортных развязок, а лишь блочная застройка простеньких домов и остатки испанской архитектуры колониальных времен. Причиной всему – частые землетрясения. За последние 200 лет город приходилось отстраивать 5 раз. Кроме того, в Сан-Сальвадоре неспокойно и по другой причине – высокий уровень преступности. Что интересно, ни страна, ни ее столица у туристов особой популярностью не пользуется, а все из-за мрачной репутации. Дело в том, что тут самое большое количество убийств в мире. Хотя есть негласное правило – туристов тут не трогают. Но на самом деле туристу в столице делать толком нечего. Кроме того, как посмотреть на единственную необычную достопримечательность. Изюминка Сан-Сальвадора. Кто-то скажет, бетонный ангар? Да что в нем интересного? Богохульники. Это настоящая действующая церковь. Церковь Иглесия Эль-Росарио – это католический храм, построенный лишь 50 лет назад. И хоть внешне храм больше напоминает заброшку, его успели прозвать самой красивой современной церковью в Латинской Америке. И вот почему. Святые сальвадорцы. Но это выглядит как минимум необычно. Мрачновато из-за вот этого обилия кирпича и бетона, но очень монументально и так немножко странновато. Если честно, если бы не распятие и сюжеты из Библии, я бы не сразу понял, что это церковь. Вместо привычного купола здесь бетонная арка с витражами. Ощущение, что свет через них даже не пробивается, а как-то еле-еле пролезает. Может быть, это какой-то визуальный образ озарения, которое приходит не сразу. Вместо ликов святых тут современные инсталляции. На секундочку, вот это изображение Христа. Киберпанк Иисус.
А вместо алтаря и престола — сцена. Ну, тут чувствуешь что угодно, но только не какой-то религиозный экстаз. Тут нет этого ощущения миротворения и покоя, и бесконечного запаха ладана. Тут прям хочется, чтобы пастор взял электрогитарку и устроил хорошенький святой рейв. Такие смелые решения приняты не просто так. Церковь построили специально именно в таком виде, чтобы тут проводила время современная молодежь. Изначально такие архитектурные и дизайнерские решения были восприняты со скепсисом. Но сегодня церковь Эль-Росарио стала одним из главных мест богослужения в Сальвадоре. Поскольку наше чудо цветочное, то и въехать на него хочется как-то красочно. Так что время сменить вот этого коня на более цветочного. Одно из главных туристических развлечений тут – это колоритная прогулка на повозке. Из одной кареты сразу в другую. Богатая жизнь, она такая. Кучер, стартуем! Но как только мы стартовали, я поняла, что такой транспорт сложно назвать цветочным. Тут даже цветы не настоящие, а пластиковые, которые прилеплены на скотч. Еще 5 минут пути, и я разочаровалась окончательно. Ну давайте честно. Карета, конечно, как транспортное средство, это точно мимо. Она едет, вот, пацан и той бежит быстрее. И хоть чудо наше сравнительно небольшое, далеко на такой карете не уедешь. Господи, когда это закончится? Хочу в свою нормальную, комфортную тачку. Амиго, please, go to my normal car. Ой, стоп! Кучер, все! Наконец-то! Ой! Со столицей ознакомился, пора уже двигать к нашему чуду света. И снова хорошая новость для бюджетного туриста. На цветочный путь ходит общественный транспорт. Сейчас даже визуально все покажу. Чтобы добраться из Сан-Сальвадора до Рута-де-Флорес, нужно сесть на 205-й автобус и доехать до городка Сонсонате, а оттуда уже пересесть на другой автобус, который следует по дороге цветов. Не благодарите. Графический дизайнер может отдыхать. $1,5, час пути, и я в Сонсонате на пересадке. По дороге цветов курсирует 249-й автобус. Ходит он каждые 10 минут. Причем автобусы, которые курсируют за пределами столицы, с историей. Это бывшие американские школьные бусы. В свое время их списали и отдали в страны Латинской Америки, в частности, в Эль-Сальвадор. Здесь местные водилы их оттюнинговали, добавили ярких красок, надписей и элементов декора. Местные автобусы тут очень прикольно называются Chicken Bus. И это не потому, что тут ездила моя соведущая, а может быть потому, что в час пик тут набивается народ, как куры в курятнике. Хотя это лишь одно из предположений. А вот и наконец-то она! Рута де ла Флорес! Рута де ла Флорес, или Цветочный путь,
Это живописный туристический маршрут длиной порядка 30 километров, который объединяет несколько колоритных городков и природных достопримечательностей. Ну вот, прошу любить и жаловать. Наше чудо света. Дорога цветов. Вон дорога, вон цветы, не обманули. И просто буйство! Буйство зелени. Шикарно. Деревья, горы, скрытые за пеленой. Но по правде сказать, цветочный путь выглядит вообще не цветочно. Я, конечно, не понимаю человеческую природу, да? У вас есть цветочный путь, все должно быть красивенько, чистенько, благородненько. А на деле что? Куча мусора. Ну надо природу-то беречь, а не вот это все. Да и вообще... Возникает вопрос, да где же цветы на цветочном пути? Пришло время разобраться. Чтобы понять, где же цветы на цветочном пути, я решила взмыть в небо. Та-дам! Моя железная птичка! Ух ты, хороша, конечно! Полет над сальвадорским чудом здесь продают за $680. С высоты птичьего полета понимаешь, что Эль-Сальвадор – зеленющая страна. Практически вся она покрыта тропическими лесами и россыпью потухших и действующих вулканов. Вы представляете, это вулкан! Я прямо отсюда вижу его кратер своими глазами. Вот он! По всей стране их более 100 штук. А это самый высокий вулкан Сальвадора – Санта-Ана. Его высота 2381 метр. Прямо под облаками. Вот он. Этот огнедышащий в последний раз извергался 16 лет назад. И тогда забрал жизни 2 людей. По словам ученых, вулкан активничает и до сих пор. И может бомбануть в любой момент. Но вулканы – это не только беды. На самом деле у их подножия суперплодородная почва, которая идеально подходит для выращивания кофе. Поэтому здесь сотни плантаций, миллион кустов кофе. Короче, кофе – это главное богатство Сальвадора и цветочного пути. Gracias. Это было круто. А это было легко. Понятно, что весь этот маршрут был придуман с одной единственной целью, чтобы туристы покупали кофе на протяжении всего пути. Но согласитесь, дорога цветов и дорога кофе. Первое звучит как-то загадочней, хотя чего уж тут точно полно, так это кофейных плантаций, кофейных туров, кофейных кафе, в конце концов, кофейных кофе. Gracias. Mucho gusto, Beatriz, mucho gusto. Похвастаюсь, выбрал себе крутые наушники. Пока еще не купил, конечно, но на e-каталоге в личном кабинете сохранил. Зачем? Рассказываю. Если товар понравился, то его можно сохранить и потом отследить, когда он станет дешевле. Сайт показывает динамику цен в разных интернет-магазинах. Информацию обновляют каждый день. Удобно и, как результат, экономно. Ведь куплю понравившиеся наушники дешевле. И вы тоже можете. Ссылка в описании. Я приехала на кофейную плантацию, чтобы познакомиться с главным чудом цветочного пути – кофе. Кофе – один из самых покупаемых товаров в мире. Каждый день люди выпивают 2,2 миллиарда чашек кофе. И не исключено,
что сейчас вы, смотря эту программу, попиваете именно сальвадорский кофе. Дело в том, что кофе производится далеко не везде. Среди кофейных экспертов есть такое понятие, как кофейный пояс. Только страны, находящиеся в этой зоне, и способны выращивать кофейные деревья. Тут подходящий климат и нет заморозков. Эль-Сальвадор вообще находится в топе поставщиков кофе. Он растет здесь на высоте 1500 метров, на плодородной почве, обогащенной вулканическим пеплом. А вот это, кстати, кусты кофе. Но обратите внимание, на них не растут кофейные зерна, на них растут вот такие маленькие фруктики. Изначально кофейная ягода даже не пахнет кофе. Кстати, вкусно. Похоже на недозрелый крыжовник. Собирает ягоды вручную. За один день человек может срывать порядка 700 килограмм. После сбора, чтобы получить кофейное зерно, ягода должна пройти долгий процесс обработки. Сушка кофе – это самый трудоемкий процесс. Казалось бы, кофе просто лежит и сушится на солнышке 2 недели. Но это не так. Каждые 20-30 минут сотрудники кофейной плантации должны переворачивать кофе вот такой вот странной лопатой. Каждые 20-30 минут под палящим солнцем. Все эти процессы занимают целый месяц. И вот, наконец, высушенные зерна пакуют в мешки и отправляют в обжарочные цехи и кофейным компаниям в разные страны. Как вкусно пахнет кофе. Я сейчас вынюхаю весь воздух вокруг. Иду на запах. Бюджетный турист на цветочном пути тоже может посмотреть на производство кофе. Я вот подоспел на процесс обжарки. Здравствуйте. Добрый день. Вы делаете кофе внутри? Да. Могу зайти внутрь посмотреть? Да, конечно. Вход $10. Да, супер, подходит. Итак, как же все здесь происходит? В этот цех доставляют мешки с уже высушенными кофейными зернами. Я приехал с удовольствием, уеду с грыжей. Далее нужно отмерить необходимое количество кофе для обжарки. То есть одновременно можно обжарить 20 килограмм кофе. После этого отмеренную порцию загружают в ростер, машину для обжарки кофе на 12-15 минут. После кофейные зерна должны остыть. Это круче, чем Диснейленд. Я кофейный барон. Далее приготовленный кофе упаковывают. Ну что, меня поставили на самую ответственную часть. Фасовать кофе и клеить наклейки. Йо, маме талантливый. А если нужно, тут же кофе можно измельчить. Ну вот, наконец, финальная стадия. Ты можешь выбрать кофе, какой ты больше любишь, крупного, среднего или мелкого помола. Хотя тут даже целых 7 опций. Какой запах. Сразу понятно, что приготовлено руками мастера. Кофе среднего помола готов. И вот только после этих всех процессов сальвадорский кофе экспортируется в кофейни по всему миру. А сколько стоит такая пачка? Тебе бесплатно. Реально? Да. Спасибо большое. Вот, за 10 баксов и научился делать кофе и забрал целую пачку. Gracias, gracias. Сальвадор – страна бедная. Роскошных сетевых отелей тут нет. Здесь берут креативом. Я вот выбрала себе отель, похожий на настоящий цветочный сад. С яркими огоньками, милыми фонтанчиками и уютными сказочными домиками. Слушайте, я, конечно, уже не жалею, что заселилась именно вечером в этот домик. И еще дорога меня вот этими фонариками как будто подготавливала вот к сказке. Потому что вечером, а точнее ночью, это время для волшебства.
Мой домик сделан полностью из натурального дерева и наполнен невероятно уютным декором. Только посмотрите на эти чашечки. Они как будто для маленьких гномиков. Такие плюшевые мишки кругом. Боже мой, просто милашество. Я, конечно, понимаю, что это сетка для комаров, но она тоже выглядит безумно волшебно. Да и балкончик тут тоже волшебный. Везде вот эти фонарики, плюшевые подушки, цветочки. Только, конечно, вот то, что ничего не видно с домика на дереве. Ну ладно, я сейчас пойду спать, а завтра узнаю, что прячет от меня эта темнота. Могу себе позволить любую прихоть, да хоть дом на дереве. В этот уикенд премиальная карта моя, а значит все привилегии, все прихоти и все удобства MasterCard тоже мои. Gracias. К вечеру я добрался до городка Апанека, где тоже нашел себе цветочное жилье. Hostel Las Flores. Красиво. Доброй ночи. Здравствуйте, добро пожаловать. Сколько стоит переночевать? $25. А сколько людей в комнате? Один будешь. Только я? Ну да. Окей. Ну вот, в некоторых странах и койку за $25 не снимешь. А здесь мне достались личные апартаменты. Мать моя кофейная принцесса. Она же не обманула, тут реально личный номер. Пусть и небольшой, но опрятный и есть все необходимое. Ну и конечно, родная, любимая, двуспальная кровать. Сейчас упаду на нее, но сначала детальки. Оп! Напоминание, что мы все-таки на дороге цветов. Пластиковые. Второе напоминание, что мы на дороге цветов. Но тут я уже подозреваю, что... Третье напоминание, что мы на дороге цветов. Вкусно пахнущая туалетная комната с раковиной, с водой, с унитазом и душем. Ну это ли не чудо? Нет, я буду жить в комнате побольше. Ай, слушайте, после вот этого бесконечного дня, извините, но я... Вот мое рабочее место. Алеш, ну ты иди отдыхай. Иди до утра. Или сейчас собаку натравлю, Алеш. Иди. Есть минутка? Тогда зайдем на Е-каталог. Вот опять ей что-то нужно, скажете вы. Конечно, я ведь по делу. У моей мамы скоро день рождения. Хочу выбрать ей подарок. Из категории бытовая техника. Ага. Холодильники, стиралки. О, посудомоечные машины. Выбор огромный. Как тут не растеряться? Знаю. Так, сейчас тут же на сайте посмотрю обзоры и почитаю полезные советы. И тогда выберу. Здорово, что Е-каталог показывает не только выгодные цены, но и помогает определиться с товаром. Так, что тут у нас пишут? Доброе утро! Чудо! Хороший кофе – залог хорошего дня. Запишите. Ну все, помчали к чудесам дороги цветов.
я решил познакомиться с главным кулинарным чудом цветочного пути. Сальвадорцы жутко гордятся своим блюдом с гордым и грозным названием пупуса. А вот ее величество пупусерия. Пупусы – это жареные лепешки из кукурузной или рисовой муки с разной начинкой. Но самая топовая начинка для таких лепешек – сырная с ларока. Ларока – это вот такие яркие цветы, растущие в странах Латинской Америки. Но именно на этих землях сотни лет назад бутоны ларока додумались употреблять в пищу. И сейчас это популярнейший ингредиент у местных хозяюшек практически для всех блюд. Ну, если честно, это похоже на сырный пирог, потому что тут очень много сыра, и ларока почти не чувствуется. Ну, в общем, как будто бы в пупус добавили такие нотки свежести. Но так на вкус это никак. Но в любом случае, сырные пупусы с ларока – это любимая еда местных. Я понимаю, почему это блюдо пользуется тут такой бешеной популярностью, и у него даже есть свой национальный праздник. Потому что это вкусно, сытно и дешево. Единственная проблема – будешь есть много пупусов, мне кажется, из-за мучного может и твой пупус разрастись. Поэтому не налегайте. Пока Антон жует цветы, я решила попробовать настоящий деликатес Эль Сальвадора. Блюдо гаробо. Боже мой, что это такое? Это крокодил какой-то? Gracias, gracias. Конечно, подача, такое впечатление, как будто это лепил ребенок дошкольного возраста. Из знакомого тут рис, чьи-то яйца, морковь, кукуруза и какая... Боже мой, я вообще не понимаю, это что, это змеиная какая-то, чья-то кожа, что ли? Какой кошмар, боже мой, прости меня, пожалуйста, кто бы ты ни была. Так, ну хруст, как будто я сейчас какую-то курицу разделываю. Мясо само по себе по структуре очень упругое. Вот, оно прям, знаете, как пэм-пэм-пэм-пэм, вот так вот на зубах делает. Кожа, вот, она похожа на какие-то водоросли, что ли, мокрые водоросли. Можете себе представить? Короче, похоже на мокрые водоросли. А само мясо похоже на курятину. А что это? What is it? Это игуана. Игуана? Да-да, игуана. Блин, нет, только не это. Это что у меня... Оказалось, гароба – это жареное мясо игуаны. Традиционное сальвадорское блюдо, которое готовят по праздникам и в особых случаях. Из-за того, что эта рептилия под угрозой исчезновения, подают ее не везде. И стоит это удовольствие $260 за тушку. Короче, если абстрагироваться от того, что это ящерица, что это игуана, то это вполне обычная еда. Рис, овощи и курятинка. Господи, ужасно, ужасно. Сейчас опять все будут писать комментарии, что я дикая. Но и это еще не все. Самое ценное в игуане не мясо, а яйца, которые игуана откладывает всего 5-8 раз в жизни. Очень странные яйца. Они, короче, вообще не жуются. Знаете, как жвачка. Это реально похоже на жвачку. Господи, до меня дошло, снизошло. Это не чищенное яйцо, это получается вот скорлупа, поэтому я не могла откусить, вы поняли? Но если яйцо почистить, в принципе, похоже на куриное яичко, да? Но вот желток с белком, как-то они вот в общей массе, получается желтообразная какая-то творог. Так, давайте попробуем на вкус. А по вкусу это похоже, знаете, на вот этот салат, когда добавляют яйцо, плавленый сырок и чеснок. Ну, вот здесь вот только нет единственного чеснока. Если бы вот мне закрыли глаза, и я бы пробовала закрытыми глазами, я бы вот вообще точь-в-точь, короче, это вот этот еврейский салат. Gracias.
Многие опытные путешественники заканчивают свой путь по дороге цветов в очень клевом месте. Но у него есть свой дресс-код. Интимный casual. Идем купаться в термальные источники. Это природные термальные источники. В этих местах подземная река встретилась с вулканической магмой, обогатилась полезными веществами и вышла наружу. А местные организовали здесь что-то вроде бюджетного спа-центра. Все происходит в несколько этапов. Этап первый – попариться в бане. Уже нравится. Тут градусов 80. Баню тоже подогревают подземные источники. И пары здесь считаются целебными. А меня видно? Я веду свой банный дневник. Я уже минуту сижу в бане, по ощущениям, что 2. Тяжело. 5 минут позади, первый круг ада пройден. Этап второй – намазаться целебной грязью из подземных источников. Кстати говоря, она прохладная, освежает. Теперь я понимаю, почему свиньи в грязи летом валяются. Они охлаждаются. Эта грязь, как скраб, очищает кожу. И как крем питает ее полезными веществами. И, говорят, даже омолаживает. Из князи в грязи. Завидный жених. Третий этап – снова баня. Молодой, здоровый, красивый. Молодой, здоровый, красивый. Молодой, здоровый, красивый. Так поры лучше раскрываются, и кожа еще лучше напитывается полезностями. Блюдо зайцев запеченный готово. И, наконец, финишная прямая – купание в термальных бассейнах. В их составе немерено полезных элементов. И кожу лечат, и кости, и нервишки. 3 бассейна с разной температурой. Первый самый горячий. Ждем кипения. Ждем, когда всплыву. Бассейн второй. Чуть похолоднее, но все равно горячевато. Притворяемся раком, сидим. Бассейн третий. Кайфушный. Температура чуть выше, чем в отельных бассейнах. Расслабляешься. Поначалу все это кажется странным. Скачешь из плюс 30 в плюс 80 баню, а потом еще в горячущие источники в плюс 27. Чувствуешь себя неадекватным коньком-горбунком. Но потом, когда заходишь в последний бассейн, эффект доходит, и ты расслабляешься. А самое главное, обещали омоложение. Так что приду к Ваське навстречу молодой, задорной, красивой пигалицей. Пока Антоха от грязи отмывается, я решила закончить уикенд по-особенному. Кстати, я сейчас еду в гости к индейцам Пипили. Пипили – это один из древних народов индейцев, который с давних времен проживает на территории Эль-Сальвадора. Современные пипили свято чтят и берегут традиции своих предков и до сих пор проводят древние ритуалы. Чтобы попасть на ритуал, мою заявку должны были одобрить старейшины. Вот, кстати, один из них. Походу дела. Здравствуйте, меня зовут Василиса. Сильверия. Приятно познакомиться, Сильверия. Сегодня несколько шаманов проведут ритуал привлечения в жизнь хороших вещей. Все ритуалы Пипили связаны с природой, поэтому проводятся прямо под открытым небом. Начинается все с очищения. Такой дым от трав окутывает человека и избавляет его от тревоги, злых помыслов и негативной энергии. Спасибо, грасиас. Ой, как прикольно, как пахнет. Далее участники ритуала должны снять обувь, чтобы я чувствовала силу природы, силу земли. И вот начало обряда.
Шаман обращается к духам и к природе, просит их быть благосклонными в этом обряде. Господи, у меня аж мурашки идут. Дальше участники ритуала вместе с шаманом вызывают священный огонь, который и должен будет выполнять желания. Боже мой, может быть, правда сбудется желание? Вот это я обалдею. И когда огонь разведен, время озвучивать желание. Святой огонь, ты меня слышишь? Подай знак, если ты меня слышишь. Ладно, буду надеяться, что ты меня слышишь. Ой, во, подал знак. Ой, глянь, жарит. Он чувствует, он слышит, что я говорю. Святой огонь, пожалуйста. Я хочу большой и чистой любви. Чтобы желание точно сбылось, огонь нужно задобрить. Большой и чистой любви, большой и чистой любви, большой и чистой любви. А это что? Корица. Корица? О, какой ненасытный огонь. У нас тут какой-то получается уже пирог. Ладно, добавим корицы еще, чтобы вот прям вот наверняка. Большой и чистой любви. Вау! Ух, я сама себя сейчас почувствовала шаманом. Кунжутик, жареный кунжутик. Чем у нас булочки посыпают? Сейчас я буду посыпать этим огонь. Ну теперь точно, принц, держись у меня. Я сделала все, что в моих силах. Стояла на коленях, призывала духов огня. Ты должен быть моим. Финал ритуала. Ты еще раз просишь огонь исполнить твои желания и благодаришь его за это. Слушайте, у меня, конечно, очень смешанные чувства к этому ритуалу, но что-то в этом точно есть магическое, в этом есть сила. На дороге цветов местные устраивают различные развлечения, активности, все, чтобы заманить туриста. Порой они примитивные и самодельные, но главное, что с душой. Вот и здесь платишь всего $1 и можешь посетить один забавный аттракцион. Бабки есть, бабки не проблема. Этот аттракцион – шедевр ландшафтного дизайна сальвадорских садовников. Ну вот развлечение. Местный лабиринт. Говорят, что людям нужно в среднем где-то 20 минут, чтобы пройти этот лабиринт. Но это людям. Мне может понадобиться больше. Я уже запутался. Здешний живой лабиринт сделали из более чем 200 пышных кипарисов. И на первый взгляд кажется, что блуждание по нему – это самая обычная прогулка по саду. Сейчас я вернусь. Но спустя 10 минут тебя начинает одолевать отчаяние. Да, это отчаяние, но это веселое отчаяние. Развлекательное. Блин. Тупик. Через 13 минут отчаяние сменяется злостью. Ой-ой-ой-ой! Я тут уже был! Ой-ой-ой! Какие кипарисы! Платишь $1, чтобы опозориться перед кипарисами. И появляется желание поскорее выбраться. «20 минут скитаний среди кустов, и вот, наконец, я нашел выход. Выбрался. Живой! Слушайте, на самом деле очень прикольный аттракцион всего за $1. Я испытал все стадии отчаяния. И наконец-то вышел к радости. Круто! И, кстати, очень быстро справился. Угу. Молодой человек, а какой сейчас год? Путешествуя по цветочному пути, вы сможете насладиться прекрасным видом с этой смотровой. А еще найти наш кладик. Да, пес Барбос? Чтобы найти клад от Орла и Решки в Эль-Сальвадор, проложите свой маршрут на цветочный путь, не доезжая до города Апанека, на смотровой рядом с деревом и спрятана бутылка со $100. Удачи, я в вас верю.
отправляясь в путешествие, ты всегда ожидаешь, что твой путь будет красочным. Да где же цветы на цветочном пути? Но потом на пути встречаются странные места. Вот это изображение Христа. Необычные люди. Ух, я сама себя сейчас почувствовала шаманом. И неожиданные эмоции. Да, это отчаяние, но это веселое отчаяние. Слушайте, а ведь именно это и делает любой путь особенным. Чудесным и по-настоящему ярким. Как вкусно пахнет кофе. Amigo, please, go to my normal car. Из князи в грязи. Завидный жених. Каждые 20-30 минут под палящим солнцем. Мать моя кофейная принцесса. Представляете, это вулкан. Вон дорога, вон цветы, не обманули. Блин, нет. Это круче, чем Диснейленд. Я кофейный барон. Как тебе самой-то до Рута де ла Флорес? Я-то тут приезжий, а ты тут постоянно живешь. Счастливое детство у тебя. У тебя родители, наверное, вот такие. Ты где ребенка уже украл? А, извини, иди отсюда. Перепутал меня с ребенком. Васька, Васька, ну как ты, пупус? Как ты, пупс, лучше расскажи. Я устала, ты давай первый. Слушай, ну тут удивительные люди, невозможно пройти мимо них. Я понимаю, ты-то привыкшая, ты из Воронежа, а я тут просто таял и расплывался в улыбке. Слушай, Тох, я тебе скажу, я поняла, что цветочный Давай. путь, если его сбрызнуть роскошью и богатством, добавить капельку экстрима Так. и запить сальвадорским бодрящим кофе, то тогда цветочный путь заиграет другими красками. Красиво. Но у меня вопрос к названиям. Ну, дорога цветов. Я понимаю, ход. Но мы цветов почти не увидели. И дорога кофе, я и плантации толком не видел. Ребят, будьте честными, назовите нормально. Дорога. Кетчуп, ну я надеюсь, к следующему чудо света у тебя не будет претензий, потому что наше следующее чудо света это... Чудеса Гондураса. Пятиклассники, хохочите в ладошку. До встречи. Гондурас. А почему я кетчуп? Он хочет быть майонезом? В честь 10-летнего юбилея «Орел и Решка» едем в солнечный Канкун. С 9 по 16 мая приглашаем всех желающих отправиться с нами. Вас ждет неделя отдыха в отеле премиум-класса Club Med. Вечеринка в легендарном клубе с Леной Синельниковой. Йога и индейские ритуалы с Машей Иваковой. И я в своей стихии! Снорклинг в подводном музее с Алиной Островской. Антон Лаврентьев. И концерт Антона Лаврентьева на пляже. Вечериночка еще та намечается. Празднуй 10 лет «Орла и Решки» вместе с нами. Все подробности в описании.